Маленький по нынешним меркам корабль с сыреющими парусами приближается к мифической земле, скрытой льдами. Он теряется на фоне невообразимых ледяных скал. Там, где кончается карта, и начинается легенда. Империя, раскинувшаяся на суше, покинула границы материка. Ее взгляд обращен к океану. Сегодня наше путешествие за горизонт, за пределы привычной тверди. Мы отправляемся в первое кругосветное плавание России, чтобы увидеть, как держава обретает мировое дыхание. В Национальном центре «Россия» открылась выставка «Уроки географии». Масштабный проект, рассказывающий о том, как формировалась карта нашей необъятной страны. Через великие события, сражения и открытия мы прослеживаем путь нашей Родины сквозь века. Мы отправляемся в путешествие сквозь эпохи и расстояния, чтобы сделать 8 шагов по карте России. Начнем с того, что, когда я общаюсь со школьниками, спрашиваю, кто совершил первое кругосветное плавание, мне все говорят Магеллан. На самом деле, конечно же, это неправда. Магеллан не мог совершить никакое кругосветное плавание, потому что его на Филиппинах убили. И более того, он и не планировал никакого кругосветного плавания, он просто предложил добраться до островов Пряностей и вернуться назад. Мы тоже, по сути, планировали первую русскую кругосветную экспедицию именно с тем, чтобы поддерживать наши колонии в Северной Америке, которые по-другому выжить бы не могли. Их нужно было снабжать не пешком, максимум на лошадях через всю Россию, больше 3-4 лет двигаться через всю страну по абсолютному бездорожью. Сейчас мы можем подходить к вопросу о необходимости кругосветных путешествий для поддержания деятельности и русско-американских компаний, и укрепления в наших американских владениях. И вот еще другой, по сути, тезка Николая Петровича Рязанова, Николай Петрович Румянцев, канцлер Российской империи. У него был очень интересный взгляд, который ориентировался не на Запад, а именно туда, на Восток. И он хотел, чтобы именно Восток играл большую роль в жизни империи. А почему? Потому что на Западе, по сути, уже все было поделено, а там еще можно было разгуляться, привить имперские амбиции. И мы знаем прекрасно имена Ивана Федоровича Крузенштерна, который возглавлял первое кругосветное путешествие. Так, по сути, большая часть финансирования в это путешествие вложил Румянцев. А Крузенштерн еще до всей этой организации путешествия, можно сказать, забрасывал записками морское министерство, что гораздо удобнее совершить морские плавания и достичь Америки, и тем самым мы появимся в мировом океане. Что и хотел Румянцев. Эта мысль очень понравилась императору Александру Первому, это еще было до этой блестящей эпохи 12 года. Крузенштерн и Лисянский блестяще справились с нашей первой кругосветкой, но тут надо еще сказать, что и тот, и другой, закончив морской кадетский корпус, поучаствовали, во-первых, в русско-шведской войне, а во-вторых, как самых лучших выпускников, их направили на стажировку в английский флот, который на тот момент был самым лучшим в Европе. И они бывали и в Южном полушарии, и в Карибском море, и так далее, так далее, так далее. И у них был уже серьезный опыт. Они настояли на том, что чтобы состав первой этой русской кругосветной экспедиции, он был исключительно русским, плюс набор туда был добровольным, что и было сделано, желающих было гораздо больше, чем в итоге собрали участников. И были снаряжены 2 корабля. И все прекрасно знают эту замечательную историю этого замечательного путешествия. Оно было еще связано с попыткой установить дипломатические отношения торговые с Японией, почему и Рязанов был на судне «Надежда». Он был представитель Российской империи. Но все мы знаем, что миссия
закончилось, ну, по сути, провалом. Крузенштерн в это время не терял времени, описал Сахалин, это тоже вот отдельная история. Лисянский двинул в Петропавловск-Камчатский, там, да, вот потом уже Русскую Америку, и у Лисянского опубликованы потрясающие данные, описания о сложностях жизни вот в русских колониях. Продовольствие одно, никакой, по сути, коммуникации. Суши, мы знаем, что это 4000 лошадей должны были по континенту тащить. Туда товар, обратно, туда пушнину, обратно якоря, канаты. Причем приходилось их рубить, в Охотске связывать. Мы описали замысел. Мы рассказали о предназначении – снабдить Русскую Америку, найти рынки для мехов, попытаться открыть Японию. Но замыслы становятся историей только тогда, когда они наносятся на бумагу. Удивительно, но эти путешествия совершили настоящий прорыв в картографии. Русские штурманы, воспитанные суровыми петровскими законами, где ошибка стоила каторги, не смели забывать. Каждый промер глубины, каждое течение и птица за кормой должны лечь на карту. Это заслуга Крузенштерна, да, вот это плавание к Сахалину, что все это очень все точно, и север, и восток, и 900 да, вот километров, это вот все тщательнейшим образом описано. Крузенштерн был просто гениальным картографом еще. Да, ну, значит, во-первых, не корвет, конечно, а шлюп «Надежда», а у Лисянского шлюп «Нева». Но эти навыки были заложены еще Петром I. Он требовал от каждого штурмана умения наносить на карту как сушу, так и течение, постоянно наблюдать за полетами птиц, за промерами глубин, за величинами приливов, за температурой воды. И помимо всего прочего, если русский штурман сажал корабль на мель, его как минимум ждала каторга, а в некоторых случаях и смерть. Законы Петра, они были в этом отношении суровые. За счет того, что он был очень требовательный, у нас вот это вот штурманское дело, оно было одно из лучших в Европе. Ну и поэтому Крузенштерн действительно очень тщательно все нанес на карту. Но не надо забывать, что на корабле, на судне был швейцарский астроном Иоганн Карл Горнер, и они вместе как раз с Крузенштерном произвели, я сказала, такие исследования и так точно уже наложили это на карту, что до сих пор это вызывает восхищение. Но и еще один такой момент. Ведь прежде чем издать атлас Южного моря, Крузенштерн несколько лет работал уже на суше у себя дома, в замке, тщательнейшим образом, ну это вот такая скрупулезность, тщательным образом сверяя карты предшественников, карты звездного неба, о чем вот эти расчеты Горнера, и вот благодаря этому изучению этих потоков как раз и состоялось такое знаменательное, значительное исследование вот этих берегов Сахалина. Но мы знаем и об ошибке, да, то, что Крузенштерн, обогнув Сахалин, вышел к Амуру, увидев поток, он думал, что сильный поток, что, скорее всего, Сахалин соединен с материком, что это не остров, а полуостров. И 50 лет еще, в общем-то, была такая заминка географическая. То есть Лаперус первым в Европе стал говорить о том, что Сахалин – это полуостров. То есть он пытался попасть из Японского моря в Охотское, а там достаточно часто туманы, мели, и видя, что, скажем так, глубины уменьшаются, берега сходятся, то есть континента и Сахалина, он посчитал, что вдалеке есть перешеек. Хотя на самом деле перешейка не видел. Крузенштерн повторил эту же ошибку. Он тоже, не видя этого перешейка, проследил, посчитал, что раз у нас глубины уменьшаются и сужается вот эта вот акватория,
то значит перешейк существует. А для России это было существенно, положение Сахалина, потому что нужно было снабжать огромное количество территорий через Амур. Помимо островного положения Сахалина был вопрос об судоходности Амура. В блестящем стиле ошибку Лаперуза, Крузенштерна и многих других исправил Геннадий Невельской, блестящий морской офицер, который, вопреки министру иностранных дел и даже самому императору российскому, который наложил резолюцию, что оставить все исследования в этом районе, потому что они безнадежны, как он посчитал. Тем не менее, вопреки слову императора, он открыл, что все-таки Сахалин – это остров, а Амур судоходен, и открыл, соответственно, основал там форпост в 40 километрах выше по течению Амура от устья, форпост Николаевский, который потом трансформировался в Николаевск на Амуре. И, по сути, без единого выстрела присоединил к России Приморье, Преамурье, Уссурийский край и так далее, так далее, так далее. Потому что наше Министерство иностранных дел считало, что эти земли принадлежат Китаю, а Невельской, опросив местное население, узнал, что никому они дань не платят, и китайцев тут нет. Поэтому, соответственно, Россия застолбила за собой эту территорию. И очень вовремя, потому что, опять же, и английский, и американский китобои, они уже, скажем так, облизываясь, смотрели на это огромное Тихоокеанское побережье Дальнего Востока России, мечтая основать там свои перевалочные базы и заниматься контрабандой вблизи русских берегов, добывая, опять же, того же калана и морских котиков. И, конечно же, китов. Но не получилось. Мир уже знал немало кругосветок. Десятки кораблей бросали вызов ветрам и волнам. Но, стремясь покорить природу, человек неизбежно сталкивался с силами, способными сокрушить самое отважное сердце. Не штормы и не льды были главным врагом, а невидимый враг внутри команды – цинга, голод, отчаяние. И здесь русские моряки совершили открытие, не уступающее географическому. Сохранить жизнь в океане – задача невероятной сложности, и она оказалась им под силу. Как? На самом деле цинга – это такой международный бич многих экспедиций, в первую очередь морских. Достаточно скудная пища, потому что холодильников тогда не было. Это солонина, крупы, какое-то зерно. И выходили отсюда разными путями. Понятия витаминов тогда не существовало. Кук в своих плаваниях настаивал на применении квашеной капусты. В России во время, скажем так, гибели экспедиции Беринга на Командорских островах, когда Святой Петр, соответственно, разбился, пакетбот, на котором Беринг во время своего второго плавания посещал берега Северной Америки. Так на острове Беринга, где он похоронен, осталась вся команда, и им пришлось на этом необитаемом острове выживать. На их счастье оказался там натуралист Георг Стеллер, в честь которого и была названа знаменитая стеллярова корова, которая после открытия просуществовала всего лишь 27 лет, а после этого ее полностью истребили. Этот Георг Стеллер, по сути, спас экспедицию от множества болезней, в первую очередь от цинги, собирая растения на этом острове. Он, будучи натуралистом, понимал, что эта клетчатка и прочие... Тогда, опять же, не было такого понятия, как минеральные вещества, элементы, Тот же Свен Ваксель, который остался за главного после смерти Беринга, он честно в докладе Адмиралтейской коллегии писал, что Георг Стеллер спас, по сути, всех участников экспедиции от смерти. Была тщательная подготовка к первому путешествию. Все прекрасно представляли, какой по продолжительности они будут. Еще неизвестно, что там встретится. Поэтому что было сделано? За этим тщательно следил Крузенштерн. Провиант. Провиант должен быть качественным. Те сухари, которые заказали в
Петербурге предпринимателю они за 2 года не испортились. Солонина, которая тоже была засолена в Петербурге, тоже не испортилась. И Крузенштерн отмечал, что первый раз была засолка произведена русской солью. А почему? Русской соли уже стало русской соли много, благодаря Новороссии. Наш замечательный Потемкин князь, он организовал и соледобычу там, и транспортировку соли. Вот видите, как все связано. Затем, вот помимо таких консерв, да, были бочки с квашеной капустой, бочки с щавелем, с клюквенным соком. Русские путешественники совершили уникальное открытие мирового масштаба. Оно ныне отражено на всех картах, в каждой культуре. О нем знают все. 6-й континент. Антарктида. Тогда приближение к этому удивительному материку, созданному изо льда, казалось мифологическим событием. Авторитет Джеймса Кука, заявившего, что южного материка нет, был огромен. Но Россия, победив Наполеона, бросила вызов и этому авторитету. И люди, идущие навстречу смерти, увидели матерый берег. Было ли это отражено в те годы? Ну да, даже если почитать учебник географии школьный каких-нибудь других стран, ну вот немцы считают, что это немцы открыли Антарктиду, потому что Беллинсгаузен по национальности немец. Англичане говорят, что на самом деле еще до Лазарева и Беллинсгаузена Антарктиду открыли английские китобои, просто на карты не нанесли, потому что у них карт не было и не умели они их строить. На самом деле, после заявлений Джеймса Кука, что южного материка не существует, а на самом деле его довольно долго искали, потому что картографы многие изображали этот огромный южный материк на своих картах. Джеймс Кук достаточно далеко прошел на юг, ну и сделал такое заявление. Авторитет его был колоссальный, поэтому в Европе никто и не пытался после него искать этот южный материк. Но в России, опять-таки победив Наполеона, у нас высвободились довольно крупные силы, и в то же время нужно было поддерживать, что называется, тонус и матросов, и офицеров. И как раз-таки после перерыва на наполеоновские войны у нас опять начались кругосветки. И плавание Лазарева и Беллинсгаузена, оно тоже кругосветное, в котором они действительно открыли берега Антарктиды. Да, открывать надо было, обязательно надо было открывать 6-й континент, поскольку вот Лазарев и вот в своих дневниковых, один из командиров этого путешествия записал, что вот дошли до матерого берега, и явно, что открыт материк, о котором когда-то говорили еще философы, кабинетные философы древности. То есть теория существования такого материка, она у нас еще с античных времен. И делались неоднократные попытки достичь вот этого Южного полюса. И император Александр I, это не только его личное тщеславие, это уже после 12 года. Вспомнить надо, что это были не настолько подготовленные суда для такого, скажем бы, страшного путешествия. Да, их укрепляли, нищие укрепляли, но никто не знал, что это такое. Это вот был ад. И вот ежели на самом деле вот прочитать тексты участников этой экспедиции, на самом деле мороз по коже идет. Поэтому, когда видишь картинку, вот это вот маленькая суденушка, и вот эти горы льда вот сейчас вот сойдутся, хлоп, мы знаем челюскинцев, которые металлические, да, вот корабль зажали и пришлось их спасать. А там все, никакой связи нет. То есть это большое достижение России, Российской империи, открытие материка. По, скажем так, международному праву там уже нужно было не просто открыть территорию, нужно было ее начать экономически осваивать. Тогда уже эта территория закреплялась за этим государством.
Вот. Об экономическом освоении Антарктиды тогда не могло быть и речи, даже о высадке, потому что она состоялась существенно позже. Ну и на тот момент, да, великое географическое открытие было. С другой стороны, что с ним делать, кроме как нанести на карту, никто не знал. Потому что, в тех водах туда стали ходить зверобой и китобой, то есть бить тюленей и китов. Никаких других ресурсов, соответственно, там не было, и на тот момент и не могло быть. Да, потом дальше пойдут всякие споры, было или не было, но вот все-таки фактически немецкий ученый знаменитый тоже сравнивал анализировал эти факты, да, это приоритет России. Но в том, что мы не стали утверждаться дальше на Антарктиде, это опять же пример и судьбы Русской Америки, и Новороссии, потому что там нужны ресурсы. На утлых, на суденышках туда никак не снабдить наши владения. Пингвинов тоже сложно приучить к обустройству территории. Вот так, но зато теперь это поле научной деятельности Антарктида. Даже сейчас, на самом деле, в 1959 году был разработан, а в 1961 году подписан многостраничный договор об Антарктике, куда входит огромное количество договоров. Его подписали изначально 12 стран-организаторов, а потом уже более 190 стран. Так вот, основными положениями этого договора об Антарктике это то, что Антарктида не принадлежит никому. Там, соответственно, запрещена военная деятельность, то есть ни военных учений, ни ядерных испытаний, защита перелетных птиц, китов и так далее, так далее, так далее. Там огромное количество вот этих вот документов, то есть, которые говорят о том, что страны замораживают все свои территориальные претензии к побережью и недрам Антарктиды. Вот. И соглашаются, что будут вместе его осваивать. Пока этот договор никем не оспаривается, но на всякий случай, как известно, все договоры могут прекращать свое действие, пока, опять же, договор об Антарктике никто не отменял. Русский флаг реял над миром. От Балтийских шхер до антарктических льдов. От Кронштадта до Русской Америки. Путешественники не просто укрепляли империю, они сделали главное – навеки закрепили за нашей страной статус мировой державы. Мы уже коснулись одной из важных тем в наших прошлых выпусках – о Русской Америке. Что ждало русских людей на дальних берегах? Как жила колония, оторванная от родины? Об этом и не только в следующей серии «8 шагов по карте России».